5 лет. 5 лет и 280 тысяч фотографий понадобилось Эндрю Маккарти, чтобы сделать фотографию гига Луны. Луны в самом высоком разрешении. Возможно, ваш компьютер даже не сможет открыть эту фотографию. Совсем недавно эта новость облетела весь интернет, и мне стало интересно, а смогу ли я повторить хоть какую-либо фотографию Луны, сидя дома? И сегодня мы попробуем это сделать. Привет, я Паша, вы на канале Market Yellow. Перед началом просмотра я попрошу вас подписаться на канал. Здесь очень много всего интересного. Ну, а мы начинаем. А начинаем мы с разбора оборудования. Погнали! Итак, друзья, помимо того, что за окном должна виднеться Луна, нам необходимо некоторое оборудование. И прежде всего это что? Правильно, камера. К сожалению, снимать на телефон не получится, и здесь нужна камера со съемным объективом. И если раньше камеры выглядели примерно вот так, то сейчас, в наше время, у нас есть возможность приобрести более компактную камеру, и которая будет выдавать чуть ли не в 100 раз лучший результат. И перед тем, как выбирать фотоаппарат, вы можете столкнуться с их двумя типами. Первое — это полнокадровые камеры, которая более светосильная, хотя при съемке Луны это не столь важно, так как Луна достаточно яркий объект. Эти камеры имеют больше разрешения, и в то же время они достаточно дорогие. И второй тип — это камеры с кроп-матрицей. Они менее светосильные, имеют меньше разрешения, но при этом они более бюджетные. И плюсом их в том заключается, что при одинаковых объективах, скажем, 20 мм на полнокадровой камере и на кроп-камере, у нас будет на кроп-камере в 1,5 раза большее фокусное расстояние, что является плюсом при съемке Луны. Ну а в целом здесь, как и в школьное время, чем больше мегапикселей, тем лучше. Я буду непосредственно снимать на камеру A6700, на которую, точнее, снимаю в данный момент. У вас есть возможность выбрать более бюджетные варианты, например, Alpha 6400, или же аналоги от Canon, Fujifilm, Nikon, если кто снимает на него. Не столь важно, но правило такое, что чем выше разрешение, тем лучше. Ну а мы двигаемся к объективам. Что касается объектива, здесь все достаточно просто. Чем выше фокусное расстояние, тем лучше. Я буду снимать на Sony 70-350G. Относительно неплохой бюджетный вариант для своего класса. К слову, на эквивалент полного кадра это 525 мм на дальнем конце. Такие объективы на полном кадре очень дорогие и очень тяжелые, поэтому данный вариант просто супер для съемки Луны. Как можно модернизировать этот сетап? Можно добавить так называемый телеконвертер перед объективом или недавно вышли на объектив. Что они делают? Они увеличивают фокусное расстояние. Но, к сожалению, имеем, что имеем, у меня такого нет, будем снимать просто на этот объектив. Поэтому по объективам все, мы переходим к следующей теме, это поддержка камеры. Поддержка камеры, и в частности я говорю про штативы, это очень-очень важно, так как нам нужно попасть в фокус Луны для максимальной резкости и детализации. Какой именно использовать, это не столь важно. Я буду использовать настольный обычный штатив. Дополнительно профессионалы могут использовать так называемые вращалки. Честно, не знаю, как они называются на профессиональном сленге, но что они делают? Они следуют за траекторией Луны. Поэтому вам не обязательно будет каждый раз переставлять штатив вместе с камерой. Достаточно поставить вот эту вращалку, и она будет следовать за Луной. У меня, к сожалению, такой нет, поэтому буду использовать то, что есть. Дополнительно можно использовать вот такие вот светофильтры. В частности, он называется Night Filter. Что он делает? Вы, возможно, находились когда-то в городе и смотрели в небо и видели такое оранжевое свечение ночью. Это как раз-таки световое загрязнение, и этот фильтр поможет избавиться от него, тем самым увеличив ясность Луны. Но для чистоты эксперимента я не буду его использовать, буду использовать голый объектив. Ну и на этом по оборудованию все, а мы двигаемся дальше непосредственно к съемке. Погнали! Привет, я тут присяду, окей? Пришлось перейти на телефон, потому что камера стоит здесь, сейчас буду снимать Луну. Итак, прежде всего необходимо настроить камеру. И здесь нам на помощь приходит эмпирическая, знаменитая, нигде не задокументированная Looney 11 Rule, то бишь правило 11 Луны. Ну, как-то так.
О чем оно говорит? Прежде всего выставляем ISO 100. Это даст нам минимальное количество шума. Следующий момент — выдержка. Ее оставляем 1/100-1/200, потому что Луна движется, слишком медленно ее не делаем. И последний момент — диафрагму ставим 11. Луна — это достаточно яркий объект, поэтому слишком открытая диафрагма нам не нужна. Поэтому для максимальной резкости и детализации оставляем диафрагму 11, как и говорит правило. Внутрикамерная стабилизация лучше отключить, потому что у нас камера стоит на штативе, это нам, в принципе, не нужно и может потенциально мешать нам. И последний, немаловажный момент — пользуемся ручным фокусом. Автофокус часто промазывает, поэтому лучше фокусироваться вручную. И на этом все. Я попробую сейчас сделать пару снимков, точнее, попробую сделать как можно больше снимков. Ну а с вами мы встретимся уже на этапе постобработки. Для вас это будет примерно сейчас. Так, я на месте. Сейчас начнем редактировать фотографию нашей Луны. Я делал множество фотографий, я говорил это на этапе съемки, только лишь для того, чтобы выбрать ту, которая будет максимально в фокусе. Обычно же в мире астрофотографии используют технику стакинга, так называемого, где берутся множество фотографий в различных спектрах, форматах и уже дальше накладываются друг на друга. Если вам интересна эта тема, можете загуглить. Есть такие программы, как Serial или IPP. Я же буду делать все по старинке. Буду редактировать одну фотографию. Также дисклеймер: не бойтесь двигать ползунки. Фотография ваша, ваше видение, я просто показываю то, как делал я. Поэтому я вас в этом плане ограничивать не буду. И редактировал я фотографию в программе Pixelmator Pro. В целом, неважно, где вы будете редактировать, они все одинаковые. Поэтому приступаем. Так, фотографию я уже выбрал. В целом, пока что она не впечатляет, поэтому первым этапом мы делаем снижение шума. Интенсивность мы оставляем базовую. Также не забывайте, что различные объективы выдают различную картинку, различные искажения, хроматические аберрации и так далее. Поэтому на постобработке это уже ваше дело, будете ли вы это исправлять или нет. Я этого делать не буду. Возвращаемся. Следующим этапом будет происходить магия использования фотографий высокого разрешения. Мы обрезаем нашу фотографию, тем самым увеличивая площадь Луны на нашей фотографии, при этом детализация у нас не потеряется. Применяем. И дальше мы будем делать базовую цветокоррекцию. Повышаем экспозицию примерно 55. Светлые участки у нас никак не изменяются, оставляем как есть на нуле. Тени можно немножко приподнять, где-то на 10. Яркость поднимаем на 15 где-то. Контрастность пока что не трогаем, и точку черного можно буквально -5 сделать. Текстура и ясность пока что не трогаем. В мире фотографии Луны есть два типа. Два типа фотографий, я имею в виду. Один научный, он обычно бесцветный, и один креативный, где сохраняются некоторые цвета. Ну, то бишь синий, коричневый может встречаться. Я буду делать все в классическом научном стиле. Поехали. Насыщенность выкручиваем в минимум, и контрастность мы делаем через кривые, через классический S-Curve. Вот таким вот образом. Мы добавляем следующим этапом эффект, который называется цифровой контраст. И смешение выбираем Overlay. Как можете видеть, у нас немножко повышается детализация фотографии. Я думаю, я оставлю по дефолту 5 пикселей. И опционально также можно добавить эффект, частотное разложение, низкие частоты мы убираем, и буквально полпикселя радиуса цветового контраста мы оставляем. Это делать не обязательно. В целом частотное разложение обычно используется для ретуши, но в нашем случае немножко добавляет детализации. Возвращаемся к вкладке цветокоррекции, где мы уже будем двигать текстуру и ясность.
Текстура отвечает за контрастность по краям пикселей, тогда как ясность уже отвечает за яркость краев пикселей. Поэтому тут уже также двигайте по своему усмотрению. Я думаю, что я оставлю где-то 15 текстуры и ясность где-то на 10. И последним этапом нашей обработки мы добавляем резкость. Здесь также важно не переборщить. И здесь я вам расскажу про небольшой лайфхак. Если вам не нравится детализация изображения, можете добавить немножко зерна. Это смешает пиксели и в целом будет глазу более приятно, так сказать, смотреть на изображение. Поэтому я также добавлю немножко зерна, но не буду переусердствовать. Поэтому добавлю где-то, может быть, 15. И на этом все. Я показал основные этапы, как сделать фотографию Луны более-менее красиво. Понятно, можно использовать еще больше техник. Я просто показал то, как делал это я. Я немножко еще подвигаю эти ползунки, посмотрю, как лучше. В целом, моя задача была показать вам основные аспекты и этапы, как можно отредактировать фотографию. Ну а мы двигаемся к финалу, где я уже покажу окончательный результат. Поехали! Первая фотография Луны была сделана аж в 1840 году. Вдумайтесь, насколько это было давно. Фотографом Джоном Уильямом Дрейпером. Возможно, кто-то и до него еще делал эти фотографии, но это считается первый успешный кейс. И решил я показать вам эту фотографию не зря. Моя фотография уже готова. И сравнив мою фотографию и фотографию Дрейпера, вы сможете увидеть, насколько же далеко шагнул технологический прогресс. Какие инструменты, по сути говоря, доступны простым людям, чтобы делать вот такие фотографии. Прошу вашего внимания, моя фотография Луны. В целом, я считаю, что получилось неплохо, учитывая, что я снимал через окно, я находился в центре города, где большое световое загрязнение, я не использовал никаких фильтров. Я считаю, что мой эксперимент удался. Ну а на этом все. Я с вами не прощаюсь. Пишите свои комментарии, что вы думаете в целом по моему эксперименту. Ставьте лайки, дизлайки, но лучше лайки ставьте. Оставайтесь креативными и пока-пока-пока.